Всем привет, меня зовут Виктория, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня мы обозреваем розочки, и, друзья, у меня за окном очень шумно, но я его не могу закрыть, потому что будет очень душно, поэтому заранее извините. Знаете, что хочу вам рассказать про Испанию? Здесь самый высокий уровень шума в Европе, и с этим что-то хотят сделать, хотя я не представляю, что с этим можно сделать, потому что, ну, вот так общаются люди, да, там дети бегают, кричат, кто-то шумит, разговаривает, ну, вот это так. Но завтра, в воскресенье, будет, вы уже меня видите в воскресенье, в общем, сегодня, в воскресенье, абсолютная тишина, улицы пустые, кафе в основном закрыты, магазины закрыты, на улице не души. А вот в субботу люди отрываются, в субботу и в пятницу до 2 часов ночи шум, гам, иногда еще барабаны, песни. Кто не подписан на меня в Телеграме или в Инстаграме, подписывайтесь, я там все выкладываю, все, что происходит здесь. Все, погнали про розочки. И еще моментик про розочки. Здесь будут те розы, которые я ношу летом. Но многие из этих роз можно носить круглый год. А сюда я не включила те ароматы, которые только для осени, для зимы или для весны. Все, поехали. И первый аромат, это такая у меня малышка, это Penhaligon's Elizabethan Rose. Я обожаю этот аромат, потому что он необычный. Он довольно-таки яркий, он шлейфовый. В его сочетаниях я бы не рискнула его надевать на некоторые мероприятия. Он специфический, сейчас вам расскажу. Здесь есть орехи, лесные и миндаль. Здесь, естественно, 3 вида розы, да, очень много розы и дерева. И у меня такая рождается картинка, я все думала, как вот, где это все может соединиться. И вот как получилось. Ты заходишь в отдел, где продаются орехи, и орехи лежат в таких деревянных ящиках. Ты, значит, проходишь, и вот этот вот ореховый аромат окутывает тебя, потому что орехи уже некоторые расколотые, и подходишь к продавцу, он достает из-под полы охапку роз, таких бордовых, насыщенных, густых, с густым ароматом роз. И ты, естественно, их берешь орехи, и вот этот самый момент, когда все соединилось, потом ты уже уходишь, и уже такого не будет, такой концентрации. Я, честно говоря, орехи почувствовала именно когда я знала о них. Так, этот аромат, конечно, он больше древесный, да, если вы не ждете лесной орех почувствовать в аромате, то вы скорее примете это за какое-то дерево, какой-то древесный оттенок, но вы не поймете, какой именно. Так вот, это называется здесь лесной орех. И, если честно, я больше не знаю ароматов с лесным орехом. Наверное, это единственный. С миндалем-то понятно все, их уже куча. А вот с лесным орехом немного. И в целом аромат, он на мне нанесен, он слегка и сладковатый, и в нем есть какая-то немножко соленая нота и роза. Соль откуда? Ну вот в этом магазине, да, в этом отделе, где продаются орехи, там, возможно, где-то очень-очень соленые фисташки. И там соли больше, чем фисташек, потому что чувствуется соль, а не фисташки. Или лесной орех, его засолили точно, он в соли, вот как все происходит. Теперь все вообще сложилось идеально. Вот такой аромат. И, конечно, ну, понимаете, да, вот это сочетание вообще в целом сладкого, соленого, орехового, розового плюс древесного, оно очень необычное. И вот если вы такое любите, я думаю, вы бы получили удовольствие, если кто-то рядом с таком аромате пришел. А если нет, это просто, знаете, это не то, что неприятно, а это как-то человек, вы знаете, когда ты чувствуешь аромат и не понимаешь, что это,
И начинаешь гадать, не сказать, что это приятный аромат. Ну, согласитесь, обычно нам приятный аромат, когда мы что-то узнали. Такие, ой, клубничка, ой, персичек, ой, кедр, там, ель, мандаринки. А когда мы не понимаем, что это не очень приятное переживание. А вот когда ты уже знаешь, ты такой, о, ничего себе, лесной орех в аромате с розой, офигеть. Короче, я люблю этот аромат, хоть редко им пользуюсь. Поэтому флакон бы я сейчас целый не купила, но если вдруг его будут снимать с производства, я куплю. У меня последнее время происходит такое, что я покупаю целые флаконы в двух случаях. Если снимают с производства, либо просто если нет другого варианта, а мне прям сильно надо. Это космогония, это нишевая линейка Бракар, это Sunlight. Здесь тоже есть нота соли. Ну, так получилось как-то, что у меня соль с розой, но здесь очень яркие мандаринки. Очень яркие мандаринки. Вообще пирамида очень обширная, но чувствуются мандаринки, чувствуется... Вот у него есть, правда, такой немножко новогодний вайб, есть такое. Есть. И чувствуется, да, немножко в нем еловость. И это освежает. Вот летом это освежает, но зимой тоже можно носить. Аромат очень яркий и очень солнечный, поэтому зимой он согревает. Здесь еще есть розовый перец, но он, знаете, ну, не такой. Вот у меня тут будет следующий аромат, вот там прям перец чувствуется. А здесь, ну, вообще его капелька. Здесь, правда, основное это мандаринки, роза и ощущение, что это все в маслах. И чуть-чуть морской соли. Ну, вот здесь ощущение, как будто бы ты в каком-то спа-салоне где-нибудь на Бали, например, или в Таиланде, и доносится морской бриз, а ты вся такая в масле розы и мандарина. Не, ну это просто вообще... И я уверена, знаете, кому сейчас этот человек сигналил? Вот не потому, что там аварийная ситуация, хотя по правилам только в этом случае можно сигналить. Он сейчас наверняка встретил своего знакомого. Это регулярно я такую картину наблюдаю. Это же, ну, если бы я была этим знакомым, если бы возле меня кто-то пибикнул, я не знаю, что бы со мной случилось, у меня бы сердце остановилось. Ну, это в лучшем случае. Флёр Маск, Нарцисса Родригес. Это туалетная вода, недавно он у меня появился. Здесь такая роза, которую некоторые люди принимают за пион. И здесь вначале есть розовый перец. Мне писали в комментариях, что вот этот розовый перец, ну, люди писали, что какая-то нота прям свербит и раздражает, и я подозреваю, что это он. Это тот самый розовый перец. Вот он кого-то может раздражать. Но в целом аромат чистоты для меня. Аромат мускусно-розово-пионистый. И здесь пудровый. Я поняла как. Смотрите, у вас есть пудра. Она такая розово-пионистого вкуса, ну, в смысле запаха. Вы, значит, ей воспользовались и куда-то пошли и встретились с человеком в каком-то аромате специевом. Специево-бергамотовом, да, цитрусово-специевом. И вот вы с ним встретились, и идете вместе, и эти шлейфы смешались. И в итоге получился вот такой вот аромат. 2 в одном. Вот так вот я сегодня какими-то историями разговариваю. Все, давайте дальше. Fun things always happen after sunset. Друзья, обратите внимание, я почти идеально прочитала по-английски. Мне написали в комментариях, представляете, что как-то меня там обзывали, в общем, по-всякому. И сказали, что вот я так к английскому отношусь. Но хочу объяснить. Английский язык нужен. Однозначно. Я его учила много лет в школе, на курсах, в институте. И 0 эффекта. И у меня просто какая-то травма английским языком. В том смысле, что, знаете, когда вот человек что-то делает, и это не приносит результата, он начинает чувствовать себя абсолютно беспомощным, у него падает самооценка и такое ощущение сизифового труда. Поэтому, когда я начала учить испанский, у меня стало получаться. И сейчас, что удивительно, я разговариваю на испанском
лучше и смелее, чем на английском. Хотя бы по той причине, что мне легче произносить слова. И я не знаю еще будущего времени в испанском. Мы все практически прошли прошлые времена, а настоящее, а будущего я еще не знаю. И даже они знают одну конструкцию. И даже в этом случае у меня лучше получается говорить по-испански. И это, знаете, когда ты получаешь результат от того, что делаешь, у тебя ощущение, что ты вкладываешь не в никуда. Поэтому у меня такая немножечко водички надо пивнуть. Я веду к тому, что когда я выучу испанский язык, буду на нем свободно разговаривать, я вернусь к английскому и уже совершенно с другим настроением, потому что благодаря испанскому и успехам в нем я почувствовала, что язык реально можно выучить, причем до уровня свободного разговора на нем. Теперь я в это верю, и все у меня получится. И поговорим мы с любителями английского на английском. Поймете, что я уважаю этот язык. Все, друзья. Fun things. Аромат про розу, личи и черную смородину. Причем черная смородина, ну лично у меня ощущение, что она здесь в виде листа, такого терпкого зеленого листа. А личи, перемешиваясь с розой, дают даже в какой-то момент ощущение такого пиона, да, потому что личи придает свежести розы. И вот в общем это начинается, ну, мной прочитывается как пион. Аромат можно носить до 25 градусов. Потом там вылезает неприятная база. Вообще в базе мускус и пачули, я не знаю, что именно, ну, что-то такое вот приторное, что ли. Я бы не подумала. И когда я его покупала, я вообще думала, что это просто аромат на все лето для меня, что я с ним не расстанусь. Но нет, только весной его ношу. И, ну, весной в Испании, потому что здесь как раз-таки где-то до 25 градусов в мае и в июне. Дальше начнется ужасная жара. Вот так вот. Коко Шанель, парфюмерная вода. И на мне этот аромат открывается только в жару, потому что в другое время года с моей холодной кожи он открывается, как вот знаете, во всех самых ужасных отзывах о нем. Вот все там, какие-то чердаки пыльные, какие-то тряпье какое-то, которое долго лежало, какой-то вот этот вот, как их называют, бабушкины ароматы, как вот это называется, ретро, старческий, ну вот, в общем, все, как ругают, кто ругает Коко, вот все на мне вылезает, но зимой, весной, осенью, летом, в невыносимую жару, на мне красивейшая помадная роза, густая, насыщенная и при этом очень стойкая. Это мой аромат на жару. Я не уверена, что для всех это будет так, но вот у меня такая история. Так, друзья, у меня есть здесь 2 пробничка, они из аромабоксов, и когда у меня заканчивается один, у меня уже появляется другой, поэтому, наверное, я до сих пор не офлаконила, но мне очень нравятся эти ароматы, при этом только летом. И опять же в жару, когда моя холодная кожа становится такой, ну, нормальной, теплой человеческой кожей. Это French Leather от Мема. Вы видели, как я? French Leather. Я прямо напрашиваюсь на комплимент от тех, кто фанатеет от английского. Напишите мне, если вам понравилось, если я хорошо это сделала, это будет мне поддержкой. Ладно, друзья, я шучу, это, конечно, сарказм, шучу над самой собой. В общем, French Leather, здесь роза, здесь лайм и, опять же, розовый перец и кожа. И вот тут у меня прям картинка есть, как будто бы ты с охапкой таких светло-розовых роз, так как-то некрасиво звучит, ну, в общем, вы поняли. Вот, вы с этой охапкой роз садитесь в машину, в кожаный салон, новенькую машину, вот прям кожа там еще имеет этот аромат. Вы садитесь, и кто-то рядом с вами в специево
цитрусовом аромате, как вот здесь. Потому что, кстати, для меня эти ароматы похожи, потому что тут розовый перец и бергамот, и роза, и здесь то же самое. Но единственное, что здесь есть лайм, и вот в холодную погоду на моей холодной коже этот лайм кричит просто матом. Я ничего кроме него не слышу. Я вообще не знаю, я его попробовала зимой, я не знаю, как вообще он мог мне понравиться. Ну, потому что я вот чувствовала все-таки, он очень изысканный, он интеллигентный, и я это в нем ощущала. Но этот лайм, он все мне перебивал. А вот в жару прям хорошо. Я, честно говоря, облилась всеми розами. Чих, ты что, не можешь вылезти? Вылезла. Я облилась вообще всеми розами. Хорошо, что это розы, потому что они все сейчас шлейфят немножко по-разному, но розой. Вот, друзья, в общем, здесь, кстати, тоже есть вот немножко оттенок, какой-то капелька соли тут имеется. Не сказать, конечно, это не рассольный там аромат никакой, но вот откуда-то она появляется. Не знаю, может, это что-то сочетание кожи с лаймом, я не понимаю. Но вот почему-то у меня где-то читается это. На жару. У меня третий, по-моему, уже сэмпл идет. Когда, наверное, все закончится, надо что-то решать от Левант или travel-версии я где-то видела. И тут Parfums de Marly Delina La Rosé. Очень мне понравился этот аромат, когда я его в шлейфе почувствовала на одной женщине, и это было вот именно в жару, летом. В этом аромате есть ощущение воды, но тут правда есть нота воды, она заявлена. И знаете, как вот какая картинка у меня рождается, как будто бы ты из бани или из сауны, или ну вот из душа, мне почему-то вот есть ощущение какого-то воздуха, поэтому ощущение вот такой отдельной бани или сауны, и вот ты из нее выходишь на улицу, вот ты только что там помылась, и у тебя еще влажные волосы, ты намазалась кремом розовым или маслом розовым, прям чувствуется такой аромат розы, и ты выходишь на улицу, еще вот этот аромат воды, да, от волос там идет, и тебе вручают охапку пионов. И вот эти все ароматы смешиваются, потому что в нем есть и что-то уходовое, и есть ощущение какого-то свежего цветка, и ощущение дерева, да, почему у меня это ассоциация с баней или с сауной, потому что есть ощущение дерева, причем какого-то разогретого дерева. И опять же, на мне этот аромат открывается хорошо исключительно в жару. На холодной коже, в прохладе какая-то звучит нота, похожая на ноту во флёр наркотик, только там уж она совсем выносящая мне мозг. Здесь она потише, но она имеется. И вот в жару она почему-то как-то сглаживается. И больше я чувствую вот это вот ощущение влажности, розы. Я знаю, что кто-то описывает розы с росой, но нет, роза и роса на этой розе, и вот это вот такая какая-то ощущение утра. У меня нет, она какая-то горячая роза, горячий пион. Вот есть ощущение тепла уже изначально в аромате. А все-таки такая акварельно-роза с росой, акварельно-розовая роса, господи, что я говорю, такая акварельная розочка с росой, с капелькой росы, нет. Еще тут довольно сладкая база, и эта сладость, вот она чувствуется через весь аромат, поэтому нет, все-таки никаких роз, никакой росы здесь нет. Я знаю, опять же, удивительно, да, что я могу носить его именно летом. Rose Fire от Hermetica. И здесь розовое варенье, но секундочку, не то варенье, которое уже сварили, и вы зимой его достали, положили в какую-то пиалку и с чаем его едите. Нет, это прям вот то, которое сейчас варится. И большая часть аромата – это пенка. У меня в гостях была Ульяшка, она тестила этот аромат, и она сказала, что он для нее какой-то химозный. Ну,
Ароматы с клубникой частенько этим грешат. И знаете что? Вот именно поэтому я говорю о пенке, потому что, ну, пенка сама по себе, не сказать, чтобы это натурель. Это ведь уже клубника с сахаром, а сахар тоже не сказать, чтобы это натурель. И поэтому вот у меня ощущение именно этой пенки. Здесь заявлена роза, давана и какое-то дерево там заявлено. Но это все вместе чувствуется как клубника. Это удивительно, но факт. И этим эффектом обладает давана. Именно она делает из розы здесь клубнику, но клубничную пенку, так скажу. Так, и последний аромат на сегодня. Это Crystal Flowers от Монталь. Вот его можно носить круглый год, круглые сутки. Это сливочная роза с немножко оттенком табака. Это все не заявлено, кроме розы. Здесь не заявлено ни табака, ни сливочных нот, но я их ощущаю. Здесь есть ландыш по пирамиде, табачные ноты. Я не знаю откуда, но я ее чувствую прям вот с первого дня. Я ее ощущаю, я в это и влюбилась, в это сочетание сливочности, фруктового табака, замечу, вот фруктового, тот, который из кальяна, и, и розы. И розы. И чуть-чуть мускуса, прям, ну, самая капелька. Вот кто сравнивает с Rose Musk, друзья, вы неправильно делаете, потому что я ношу этот аромат много-много лет, я его прям знаю уже от и до. Нет, Rose Musk это другое, там больше мускуса, намного больше. Там мускус с капелькой розы, а здесь роза с капелькой мускуса. Густая такая маслянистая роза, да, но мускуса здесь вот совсем чуть-чуть. Вот, все, друзья, спасибо, что вы были со мной, спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Я все время это повторяю, но скажу еще раз, это очень важно для канала и для меня, вот для того самого ощущения, что я не делаю что-то в никуда. Это правда очень обесценивает действия, и не хочется их, естественно, повторять. Это нормально для психики, абсолютно, совершенно нормально. И так делает любой человек, потому что это встроено, да, в нас, это наша защита. Так, все, это уже лекция по психологии. Все, друзья, спасибо. Подписывайтесь на Инстаграм, Телеграм. Я вас всех целую, обнимаю. Хорошего всем лета. Всем пока-пока.